Здравствуйте, друзья! Сегодня нарисуем маки. Лето дарит нам много солнца, обнимает нас теплым ветром, умывает дождями, дарит ароматы цветов и трав. Сейчас прекрасное время цветения маков. Они расцветают в садах, лугах, лесах, радуя и удивляя нас своей красотой. Алые маки, как яркие огоньки, горят в зеленой, изумрудной траве. Полюбуйтесь, как они просты и прекрасны. Упругие тяжелые бутоны прячут в себе тонкие лепестки, и когда они лопаются, распускаются и дают свободу тончайшим шелковым и нежным лепесткам, маки загораются, как яркие огоньки разноцветными красками. Маки бывают разного цвета: белые, желтые, оранжевые, розовые и даже фиолетовые. Когда лепестки облетают, на верхушке стебля образуется коробочка, домик, в котором зреют семена, тысячи маленьких маковых зернышек. Приходит время, и коробочка высыхает. Двери в домике открываются, и семена рассыпаются, рассеиваются вокруг, чтобы следующей весной прорасти, превратившись в аленький цветочек. Целые поля алых прекрасных цветов. Готовьте краски, будем рисовать. Сегодня рисуем акварелью. Она поможет нам передать в рисунке нежность цветка. Давайте подробно рассмотрим стебли, форму листьев цветка. Посмотрите, как выглядит бутон, незрелая коробочка с семенами, а это цветок мака. Маки бывают разные: садовые, декоративные, разные сорта маков. Бывают маки махровые, с множеством лепестков. А мы нарисуем сегодня дикий полевой мак. У него всего лишь 4 лепестка. Разбудим акварель, добавим в нее воды, наберем краску, перенесем в палитру, добавим еще воды, чтобы краска была нужной насыщенности, концентрации. Для рисования лепестков я использую алую, рубиновую, бордовую и розовую акварель. Беличья кисть помогает мне сегодня рисовать маки. Она хорошо держит воду. Набираю на кисть алую акварель, а на кончик бордовую. Прикладываю кисть к бумаге и изображаю нежные лепестки. Располагаю маки по всему листу. Некоторые маки раскрыты, некоторые спят в бутонах или полураскрыты. Акварель очень живая краска, краска с характером. Она активно помогает и дополняет мои действия. У нас процесс сотворчества, как будто бы игра. Краска движется, перетекает, происходит волшебство на листе бумаги. Очень увлекательный и творческий процесс. Обязательно попробуйте рисовать акварелью. Тогда вы сможете узнать ее секреты и тайны. Акварелью нужно работать быстро. Пока краска не высохла, в нее можно вливать другие цвета. Я вливаю в лепестки рубиновую и розовую краску. Краски движутся, разговаривают между собой. Просто магия и волшебство цвета и красок. Нарисуем стебли. Стебли у маков высокие, стройные, не идеально ровные. Если внимательно присмотреться, то можно увидеть, что они покрыты тоненькими ворсинками. Смотрите, как они серебрятся на солнце. В палитру добавляем оттенки зеленого цвета, оливковый, травянистый, светлый зеленый, изумрудный, и кончиком кисточки рисуем тонкий-тонкий стебелек
Для рисования стеблей я взяла кисточку потоньше. Цветоносы не идеально ровные, а такие, как в жизни. Посмотрите, какие у них бутоны, какой стебель у цветка изогнутый, просто волнистый. Чашечка цветка и стебли цветоносы. Вырисовывается общая композиция нашего рисунка. У нас сегодня рисунок настроения, рисунок-эксперимент. Полезное занятие для знакомства и познания акварели, изучения ее свойств и особенностей ее характера. Перейдем к листьям. Листья у мака резные, перистые. Рисуем листья разными оттенками зеленого цвета. Интересно, что с давних времен разные народы мира слагали легенды о маке. Древние греки и римляне, египтяне, жители Китая, славянские народы придумали множество поверий, множество мифов и сказок об этом цветке. А сколько стихов и песен не перечесть. Рисую бутоны. Они склонились вниз под тяжестью, в них спрятаны лепестки будущих цветов. Очень скоро они раскроются и покажут миру свою красоту и нежность. Добавляем в листья светло-зеленые оттенки, подправляем, корректируем. Работаем легко, свободно, экспериментируем, пробуем, ничего не боимся. Знакомимся с акварелью. Добавим солнечного настроения, добавим ярких солнечных брызг. Заполняем серединку мака. Рисуем тычинки. У основания лепестков рисуем темное пятнышко. Пока красная акварель не высохла, смело вливаем черный цвет. Наш рисунок настроения готов. Спасибо макам и акварели за урок. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Очень даже похоже. Акварель замечательно помогла нам передать нежность цветка. Но рисовать можно не только акварелью. Рисуйте карандашами, мелками, фломастерами, гуашью. В нашей студии ребята рисовали маки гуашью. Изучали, рассматривали, творили, фантазировали. Творите вместе с нами, пробуйте, учитесь, никогда не останавливайтесь. Лето – прекрасное время для творческих экспериментов. Травы, цветы, деревья, море, природу – все нужно успеть нарисовать. А мы благодарим вас за внимание. Не забудьте подписаться на наш канал, пишите комментарии, присылайте рисунки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить наши встречи. Творческого вам лета, друзья! До новых встреч! До свидания!